Ну что, друзья, добрый вечер. Сегодня мы с вами лепим вот такие вот милейшие броши. Я говорила, что можно лепить не только брошки, можно создавать и серьги, можно создавать подвески, можно делать не парные. У меня парные. И вот на такой интересной застежке, это цанговая застежка бабочка. Такие броши идеальны для воротничков. Так, чтобы не затягивать наш эфир, начнем с вами с эскиза. Эскиз рисуем от руки. У меня предварительно вот был нарисован, но я делала на основе этого эскиза, получается, вот эти вот брошечки. И смотрите, брошь не должна быть слишком большой, я делала 3 на 3 сантиметра, поэтому можете взять листочек бумаги, линеечку, отмерить приблизительно, точечки поставить, где центр будет и где будет заканчиваться у вас цветочек. Сейчас будем это все от руки рисовать. Вот приблизительно сейчас я диаметр укажу. Получается, вот диаметр нашего цветка. И здесь мы уже начинаем рисовать цветочек такой, как вы сами захотите. Хотите, можете сделать сердцевинку чуть-чуть поменьше. Потом, опять же, все это можно будет увеличить. Хотите, сделайте лепестки покрупнее. Лепестков можно сделать больше, можно меньше сделать. Итак, начинаем рисовать. У нас лепестки будут и крупные, и маленькие. Сначала я рисую как бы лепестки, которые находятся у нас по центру, и будут еще лепесточки, которые будут как бы на задней стенке цветка находиться. Ну вот, допустим, смотрите, рисуем мы 3 крупных лепестка на лицевой стороне. И 3 лепестка, 4 у нас будут прятаться за этими лепесточками. Вот смотрите, допустим, здесь сделаю двойной вот такой вот. Здесь будет одинарный. И здесь также будет одинарный. Еще раз прорисовываем. Вот на данном этапе вы центр, кстати, можете увеличить. Когда более-менее эскиз вы уже нарисовали, по размеру вы уже определились. Дальше нам нужны будут ножнички, и нужно будет это все вырезать. Здесь тоже можно сделать, как видите, неровный край я делаю. И выделяю передние лепесточки. И они у меня будут немножко другого цвета. То есть мы будем использовать красный, здесь яркий, и один цвет будет приглушенный у нас красный. Можете брать оранжевый оттенок с красным. Вот такой вот эскиз у нас получается. Дальше мы берем ножнички и все это вырезаем. Одного эскиза нам хватит на 2 пары брошей. Или сережки, может быть, клипсы. Я уже думала, ну, наверное, может быть, клипсы сделаю. Даже заготовила основы под клипсы. Вырезаем. Я вам покажу в этом прямом эфире легкий способ создания лепестков. И нам, в принципе, с вами никаких таких профессиональных инструментов не нужно будет. Вырезали заготовочку. Добрый вечер, кто присоединяется. Вырезали заготовку. Теперь нам нужна будет основа. Основа в данном случае у меня шла салатового цвета. Вы можете взять абсолютно любой оттенок. Можете взять красный темный, красный светлый. Можете черный брать, который мы будем использовать для сердцевинки. Но, как видите, сердцевинку тут практически не видно. Так, основные оттенки, которые я брала, это 463 цернит. Вы можете взять, есть вот такой вот красный маковый, он так и называется, это 428 цвет. Вы можете взять его, можете взять красный 463, можете 400 взять, можете вообще смесь сделать. Я, допустим, сделала более темный и более светлый оттенок. Приглушила вот этот цвет 463, приглушила оранжевым немножко и чуть-чуть добавила ванильный оттенок, и получился более светлый тон.
Мы будем вперемешку, вот как я закрашивала здесь лепесточки, вот эти будут, допустим, более яркие, а вот эти будут уже приближенные к оранжевому цвету. И в качестве подложки нам нужна будет салатовая пластика. Но опять же, вы можете использовать любую. Я вот использовала 603 из серии No. 1. И тоненько-тоненько этот пласт нам нужно раскатать. Не максимально тонко на пастомашине, а приблизительно вот второй градиент, второй с конца пастомашины. То есть тонкая раскатка, у меня где-то это 0,5 мм толщиной. Я буду все на стеклышке делать, чтобы было более наглядно видно. Смотрите, прикладываем, и нам нужно сделать 2 заготовки согласно нашему бумажному эскизу. То есть сверху на салатовую глину накладываем бумажный эскиз. Я немножечко его так припечатываю. И дальше смотрите, что мы берем. Мы берем с вами иголочку. Сначала давайте скальпелем прорежем заготовку полностью по контурам бумажного эскиза. Скальпелем прорезаем. Вот как у нас идут лепестки, где-то с изгибом, где-то с волной, также мы и прорезаем скальпелем это все. Прорезали. Дальше смотрите, вот иголочкой я делаю разделение, вот прям веду разделение по лепесткам. Не сильно, легонечко прижимаю для того, чтобы у нас на подложке потом отпечаталось местонахождение лепестков. И сердцевинку прорисовываю. Дальше аккуратненько снимаем наш бумажный эскиз. Как видите, здесь вмятинки остались, и каждый лепесток мы с вами теперь можем видеть. Укладываем рядышком бумажный эскиз и точно так его приглаживаем. И начинаем прорезать вторую заготовку для парной броши или для сережек, кто что делает. Кто работает на поверхности, вообще в идеале работать, конечно, на поверхности, на которой вы будете запекать. То есть на керамической плитке. Я вам показываю на стеклышке, чтобы это все наглядно было вам как можно ближе видно. Вы же это делаете либо на стеклышке, либо на керамической плитке, на том, на чем вы будете запекать, чтобы мы вот сейчас начали формировать наш цветочек, и мы его уже как бы не дергали в этом месте. Чтобы подложка у нас приклеилась к рабочей поверхности, и в таком положении мы потом будем запекать. Так, прорисовала еще раз бороздочки в тех местах, где у нас идут лепестки. Разделение лепестков, сердцевинку очертила. Снимаем бумажный эскиз, он нам еще понадобится, поэтому никуда его не девайте. Все, теперь убираем лишнюю пластику и оставляем только заготовки и подложку под наши броши. Снимаем все излишки, все, что нам может помешать. Техника здесь достаточно проста. Здесь можете пальчиком немножечко сгладить краешек, если вы видите, что ребрышки достаточно такие вот острые. Пальчиком сгладьте. Можете на пальчик влажную салфетку намотать и влажной салфеткой промазать. Мы потом еще иголочкой будем прорабатывать края, то есть их не будет видно, потому что мы будем прям сглаживать лепесток, заводить его на салатовую пластику. Так, смотрю еще, где у меня есть что-то лишнее, подрезаю. И даже
В чем вот хороша, да, салатовая подложка? Если у вас потом будет она где-то выглядывать, это будет имитация такой, знаете, листочек, как будто листочек где-то проглядывает. Так, все. Теперь смотрите. Подложка у нас готова. Теперь мы подготавливаем два оттенка. Я уже говорила, красный и немножечко такой приглушенный красный. Можете взять оранжевый. Мы будем еще тонировать черной пастелькой, и потом одно в одно будет переходить. И теперь нам нужно сделать две заготовки вот этого вот эскиза, то есть вырезать одну заготовку из светлого оттенка и одну заготовку из темного. Здесь пласт у меня раскатан на толщине равной в 1 мм. Он толще подложки. Можете 1,5 мм раскатать. Если вы работаете с пастомашиной Цернит, то это 4-й режим на пастомашине. Просто у каждой пастомашины своя градация, своя толщина, поэтому смотрите, теперь прикладываю бумажный эскиз и начинаем снова вырезать по контуру, только уже эскиз вырезаем из приглушенного красного оттенка и ярко-красного насыщенного. Также по контурам скальпелем вырезаем заготовочку. Здесь я уже делаю на другой поверхности. Каждый из лепестков мы будем еще прорабатывать вручную, на пальчиках, на ладошках. И также, смотрите, ограничиваю и очерчиваю линии, где у нас идет, ну, лепесточек заканчивается, начинается новый, где сердцевинка, мы тоже все обводим. Убираем излишек, убираем бумажный эскиз. Здесь у нас получился цветочек потолще, чем подложка, и точно такой же цветочек мы вырезаем из красного насыщенного оттенка глины. Вырезаем по контурам. Кстати, старайтесь вот укладывать цветочки, вот как этот вырезали, чтобы эскиз точно так же лежал. Потом увидите, что это необходимо для того, чтобы не запутаться, где какой лепесток мы будем перекладывать на подложку. Прорезали. Опять берем иголочку. Только иголку тупую берите или спицу берите, потому что если будет у вас острая иголка или зубочистка, то вы прорвете ваш бумажный эскиз, и вам не хватит его на 4 продавливания. Так, снимаем излишек. Вот такие вот эскизы у нас получились. Видите, одинаково лежат, направление лепестков одинаковое. Дальше мы берем, прорезаем, вырезаем сердцевину. В данном случае она нам не понадобится. Вырезаем, извлекаем ее. И в красной заготовочке та же история. Вырезаем сердцевинку, извлекаем. И теперь смотрите, делим на лепесточки. Вот как они идут, так мы их и делим. Вот для чего мы продавливали и ограничивали каждый лепесток. Для того, чтобы потом скальпелем можно было разделить цветок на лепестки. Один цветок делим и точно так же делаем заготовкой, которая посветлее. Я леплю быстро, кто успевает, здорово, но если вдруг вы не успеваете, запись потом будет в эфире, потому что параллельно она еще записывается на верхнюю камеру. Так, все, смотрите, мы прорезали. Теперь что мы делаем? Мы поддеваем, допустим, нижний лепесток и начинаем прорабатывать его иголочкой края на пальчике.
укладываем на подушку пальца указательного, берем иголочку, иголочка у меня достаточно толстая, не берите тонкую, то есть возьмите шило, можно зубочисткой делать, можно делать спицей. И смотрите, не давим на острие иглы, а давим как бы вот здесь вот на ребро, то есть в том месте, где у нас пластика встречается с металлом, да, с иголкой. В этом месте мы давим и как бы протягиваем немножко пластику, и у нас получаются вот такие волны. Перекладываем лепесточек опять на ребро пальчика, просто на ребре удобнее всего раскатывать. Чуть-чуть протягиваем, мы не тянем очень сильно, не давим очень сильно на иглу, потому что тогда вы утончите пластику, и она у вас сильно будет за пределы выходить, то есть у вас лепесток растянется. Смотрите, вот так вот выглядит лепесток, и точно так же мы делаем точно такой же лепесточек. Смотрите, мы сейчас будем работать парно с ярким цветом красным и с более светлым. Берем парные лепестки и парные лепестки прорабатываем, и потом парные лепестки сразу будем укладывать на основы салатовые. Делаем вот такие вот волны. Теперь возвращаемся к нашим подложкам. И смотрите, здесь в одной подложке мы укладываем ярко-красный снизу лепесточек, а во второй парной брошки, да, ну, заготовки, будем так пока говорить, а там каждый из вас сам решит, что будет делать, мы укладываем в нижней части цветка, точно на таком же месте мы укладываем второй лепесток, более светлый. Теперь берем следующий лепесток, и все лепестки мы прорабатываем край точно так же, как мы прорабатывали сейчас первые лепестки. То есть мы немножечко вытягиваем, вот такую вот юбочку делаем, лепесточек, край лепестка. Берем со второй заготовки красной точно такой же парный лепесток и начинаем формировать краешек волнистый у этого лепестка. Смотрите, сердцевинку я не трогаю, потом мы уже здесь, на этой заготовке, мы уже здесь потом, когда все приклеим, когда ограничим каждый из лепестков, мы уже тогда протянем и закроем эту зеленую подложку, чтобы видно не было. Теперь смотрите, в том месте, где у нас был светло-красный лепесток, мы рядом ставим темно-красный. В том месте, где у нас был темно-красный, мы рядышком ставим светло-красный. То есть мы будем чередовать сейчас темный, светлый, темный, светлый. Ну и вот в этом месте, допустим, получится два светлых, ничего страшного. У меня в этом варианте тоже получилось, допустим, вот здесь вот два красных. Светлых 3, а красных 4 лепестка. Можете нарисовать 8 лепестков, и у вас будет чередоваться красный, светлый, красный, темный. Так, подрезаем следующий лепесток. Спасибо, кто отвечает на вопросы. Нет, с пластилина я не леплю. Пластилин, как мне кажется, это больше для детского творчества. А наше творчество из полимерной глины для того, чтобы долгие-долгие годы радовать своих хозяек. Чтобы изделия были прочные, долговечные. Это не поделки, это изделия ручной работы. Так, опять утончили краешек, сделали волны, и смотрите, там, где у нас был светло-красный лепесток стоял, мы ставим ярко-красный, там, где был темно-красный, мы ставим, то есть чередуем, мы ставим светленький. Сердцевинку стараемся, чтобы она оставалась у нас свободной, и продолжаем формировать лепестки. Здесь ничего сложного нет, главное ребром иголки давить и растягивать немножечко край по ребру пальчика. Если вы будете давить на острие, вы просто воткнете его в глину. Волнистого края у вас не получится, а вот здесь вот будут вмятины прямо посередине лепестка. На ребро давим и чуть-чуть протягиваем. Укладываем лепесток,
в его законное место, один, второй. Как видите, лепестки я делаю парно, чтобы не запутаться. Затем мы их еще потом вот так вот все ограничим. Прокрасим пастелью, чтобы были переходы видны. Я думаю, что такой метод, такой способ создания и лепестков, и таких вот изделий, он доступен для многих, потому что, в принципе, ничего, здесь ни катеров не нужно. Мы сами с вами рисуем эскиз. Единственное, что нужно будет раскатать тоненько глину. Кто работает скалкой, значит раскатывает скалкой. У кого есть пастомашина, поздравляю вас, вам этот процесс дастся легче. Но совершенно ничего сложного здесь нет. Так, уложили лепестки в отведенное для них место. И теперь смотрите, у нас здесь получится 2 оранжевых, а здесь 2 красных. Ну, более светлые, более темные. Опять же, делаем волнистый край. Только край, ни в коем случае с середины мы не тянем эту пластику, потому что вы тогда нарушите вот здесь вот границы, вы тогда их растянете, эти границы, и получится, что у вас лепесток не войдет на зеленую подложку, то есть он будет немножечко шире, поэтому растягиваем только край, вот с края можно поиграться, если вы его растянете, ничего страшного, мы его сейчас еще даже будем приклеивать немножечко вниз, вести, растягивать дальше. Так, приклеиваем лепесточки. И вот у нас остались самые маленькие. Опять же делаем волнистый край. И будем сейчас вставлять их уже в последний разъем, который у нас есть. Последний лепесточек вставляем. Он четко должен войти в свое гнездо. Теперь нам нужно ограничить вот здесь вот между лепестками. Мы должны здесь сделать такую бороздочку более глубокую. Сначала можно проделать бороздочки у всех лепестков. Также работаем этой же иголочкой, которой мы только что, более широкой иголочкой я имею в виду, которой мы только что делали волнистый край. Старайтесь, чтобы салатовой подложки не было видно. То есть вдавливайте пластику. Сейчас вот благодаря тому, что мы вдавливаем пластику, мы как бы все эти лепестки намертво приклеим к основе. И дальше мы сможем уже обрабатывать край, закрывать его. И сердцевинку делать тоже более такой рифленой, интересной. Чуть-чуть, смотрите, протягиваем, чтобы более ровненькие у нас бороздочки были. Иголочку протягиваем. Опять же работаю не острием иглы, а работаю боковой стороной. Не тыкаем иголкой. Вот так вот под наклоном где-то в 45 градусов мы держим наш инструмент и ограничиваем контуры всех лепестков. Сейчас жарко, глина мягкая, работать приятно. Ограничиваем лепесточки. Дальше, сейчас смотрите, только чтобы центр оставался круглым. Мы потом будем делать туда закладку черной пластикой. Хотя, знаете, можно взять любую, тоже красную, потому что ее, в принципе, там и видно не будет. Вот мы ограничили, получается, контуры всех лепесточков, которые у нас есть. И теперь мы вот эту салатовую подложку, которую видно еще по бокам,
Сейчас мы ее будем закрывать. Но даже если она где-то у вас и вылезет, и где-то ее будет видно, ничего страшного. Это будет как имитация, ну просто вот плодоножки или листочка с обратной стороны. Теперь смотрите. Беру, опять же, ребром иголки, не острием, ребром иголки беру и вот так вот как бы завожу волнистый край лепестка на зеленую подложку. Как бы приклеиваю на небольшом расстоянии друг от друга. Это нам даст дополнительные волны. Не обязательно по тем волнам, которые вы сделали стеком, припечатывать иголкой. Вы можете сделать рядышком дополнительную волну. То есть вот так раз повести и чуть-чуть приклеить. Раз кверху немножечко и чуть-чуть приклеить. И мы закрываем всю эту салатовую подложку. Ее не видно. Заодно посмотрите, насколько получился тонкий край. И он получился волнистый. Раз и приклеили. Чуть-чуть иголочку проводим наверх, как бы чуть-чуть вверх ее ведем и приклеиваем, закрываем. Получается наш салатовый край, салатовую подложку, чтобы ее не было видно. Смотрите, ее уже не видно. И более того, край получается тоненький. Плюс мы хорошо приклеиваем наш лепесточек. Если где-то у вас в процессе надавливания, где-то у вас бороздочка поплыла, обязательно все это подправьте. Вот у нас здесь остался последний лепесток. Приклеиваю его краешек. Бороздочки подправляю. Если где-то был более сильный нажим, ну и плюс жарко, я говорила сейчас, может чуть-чуть пластика плыть. Если вдруг где-то салатовая больше проглядывает, вот так вот ставите ребрышко, чуть-чуть вверх натягиваете пластику, вверх, и потом закрываете. Тогда у вас салатовый край не будет видно. Поставили, протянули вверх и закрыли. Протянули вверх, закрыли. Чем больше у вас бороздочек, тем у вас интереснее будет смотреться лепесток, край лепестка. Здесь уже можно чуть посильнее нажимать. И нам с вами, вот сейчас мы пройдем по краю, нам нужно будет обработать еще центральную часть каждого лепестка, сделать прожилки, какие-то от центра будут идти, какие-то будут по центру лепестка заканчиваться с самого начала. Последние вот маленькие доделываю. Все, у нас здесь закрыто. Еще раз смотрим бороздочки наши, чтобы они были явно выражены. И смотрите, теперь с центральной части также начинаем делать вот такие вот бороздочки. Мы как бы прижимаем пластику вот здесь, чтобы она не топорщилась в этом месте. Если будет топорщиться вот здесь вот, будет некрасиво, поэтому мы ее прижимаем, вот как мы прижимали край, вот так, только более легонечко, и немножечко оттягиваем иголку в сторону лепестка, то есть к центру лепестка. Здесь, смотрите, вообще ничего сложного нет, тоже чуть-чуть придавили и чуть-чуть как бы вытягиваем ее. И получается от центра у нас прожилочка такая более толстенькая идет, а за счет того, что мы потом вот ее тянем, именно ребро тянем, и уже не прикладываем к этому никаких таких сил больших, потому что большую часть силы мы прикладываем в центральной части для того, чтобы прижать этот лепесток. Остальная часть прожилки, она просто тоненькая ниточка, где-то тянется через весь лепесток, а где-то заканчивается на середине лепестка. Сейчас эти прожилки не так явно видно. Когда мы с вами начнем тонировку черной пастелькой, все эти прожилочки заиграют совсем по-другому. Мы еще с вами прокрасим и между лепестками, чтобы их разделить. Первый цветочек у нас готов. И теперь на втором цветочке также от центра протягиваем бороздочки, центральную часть прижимаем лепестка и бороздочки, прожилки мы тянем уже по всему лепестку, где-то заканчивается эта прожилочка у нас в центре,
где-то через весь лепесток идет. И получается, что мы с вами надежно приклеиваем лепестки к подложке. Приклеиваем, причем со всех сторон, и боковая, и центральная. Последние лепесточки у меня остались. Тонировать будем уже, когда сделаем сердцевинку. Тогда уже будем все тонировать. Если вдруг бороздочки ушли, глубокие бороздочки, которые у нас были между лепестками, еще раз их продавливаем. Они должны быть ярко выражены. Каждый лепесток должен быть отдельно и жить отдельной жизнью, не слипшиеся. Вот так вот пока у нас это все выглядит. Теперь мы берем черную пластику. Черная глина, самая-самая обычная, number one, без каких-либо эффектов, 100 номер. Также ее разминаем и делаем из этой черной глины одинаковые по размеру шарики, заготовочки. Делаем так, чтобы закладка была небольшая. Здесь у меня много. Вы смотрите по размеру, по центру, который свободный у вас остался в ваших цветках, в вашем эскизе. Он может отличаться от моего. Постарайтесь сделать приблизительно одинаковые шарики по размеру. Я их сейчас прижимаю на рабочей поверхности, чуть-чуть прижимаю для того, чтобы у нас нижняя часть стала плоской. Верхняя часть, смотрите, у нас остается достаточно такой выпуклой, округлой даже. Постарайтесь, конечно, чтобы по размеру было все одинаково. И дальше мы берем и перекладываем их в центр нашего цветочка. Пока все пальчиками это сглаживаю. Прям четко, чтобы у вас шарик этот вошел в центр. И дальше чуть-чуть приминаю его пальчиками для того, чтобы его сделать немножко плоским. В любом случае мы сейчас будем вдавливать туда бусинки, и будет он еще более сильно провалится. На данном этапе мы можем взять черную пастель. Черную пастельку и черной пастелькой на данном этапе прокрасить от черного центра вот здесь вот лепесточек, именно нижние прожилки. Сильно не прокрашиваем, чуть-чуть. И вы сами увидите, как пастелька, допустим, прожилочку будет прокрашивать сверху более ярко, а в глубине у нас останется красный оттенок. Просто мы сейчас начнем крепить с вами бусинки, и получится, что бусинки будут разъезжаться вот и по боковой поверхности, потом будет тяжело прокрасить нам. Поэтому на данном этапе лучше вот сейчас от черной сердцевинки пастелькой затонировать внизу каждый лепесточек. Уже между лепестками оттенять мы их будем, и край лепестков уже будем после того, как сейчас присоединим бусинки. По поводу бусинок я написала в материалах, что бусинки должны быть из стекла, из металла, из акрила, из дерева, то, что не горит в духовом шкафу. Так вот выглядит сейчас две наших заготовки. И теперь смотрите. Нам нужны будут пины с шариком небольшие, и бусинки у меня здесь в двух размерах. Я буду брать граненые бусинки, это стекло. Мы здесь берем бусинку, нанизываем на пин с шариком. Пин с шариком у меня 2 сантиметра. И смотрите, вот весь этот стержень, который есть, я круглогубцами его наматываю. Получится где-то в 2,5 оборота.
Вот так вот выглядит. Здесь, в принципе, ничего сложного. Берете, вставляете пин и круглогубцами заматываете на кончике круглогубцев. Чем меньше петля у вас в размере будет, тем лучше. Бусинки я брала диаметром 4 мм и диаметром 2 мм. Покрупнее бусинка, вот такая вот 4 мм, она нам понадобится, ну их немножко понадобится, мы будем перекрывать ими такие отверстия в центре покрупнее. В основном весь упор будет у нас на маленькие бусинки. Давайте я так уберу, чтобы было видно на белом фоне. Так, смотрите, вставляем пин в отверстие бусинки, придерживаю внизу бусинку и сам шарик, отвожу пин в сторону под углом 90 градусов и придерживаю, смотрите, полупетлю делаю и дальше, не вынимая тонкогубцы, начинаю закручивать вот насколько хватит пина, вот там в 2-2,5 оборота. Не могу вам сказать точное количество бусинок, которое необходимо, но штучек 15 точно нужно будет. Они маленькие, по 2 мм, будут у нас встречаться и по 4 мм, но 12-15 штучек точно делайте из расчета на один цветочек у нас. Так, накручиваем, закручиваем. В данном случае я взяла такие ярко-фиолетовые. В прошлый раз я брала черные и темно-синие, в этот раз решила фиолетовые бусинки. Здесь ничего сложного, мы просто накручиваем, и получается, что здесь мы где-то берем бусинки чуть-чуть покрупнее, где-то бусинки по 4 мм, где-то по 2 мм. Обязательно бусинки, которые не горят в духовке, чтобы у вас не было сюрпризов и потом это все не растеклось. Так, вот наши бусинки. Здесь у меня их значительно больше сделано. Ну и давайте теперь попробуем их вставлять в наши цветы. Так, еще один важный момент. Здесь без жидкой пластики нам не обойтись. То есть жидкую пластику обязательно мы жидкой пластикой будем промазывать сейчас металлические основания, то есть петельки, которые мы закручивали, и потом их будем уже вставлять. Смотрите, я подхватываю за шарик, металлический шарик, на петлю металлическую наливаю жидкой пластики и вдавливаю в черное основание, в черную сердцевину нашу бусинку. Опять промазываю петлю металлическую и вставляю, и начинаю, смотрите, по краю вставлять. Потом уже будем заполнять сердцевинку. Сначала по краю. И вот здесь, смотрите, я вперемешку могу, допустим, вставить большую и маленькую бусинку. Здесь все на ваше усмотрение. И вдавливаю непосредственно тонкогубцами, не круглогубцами, которыми я закручивала. В принципе, тонкогубцами можно закручивать бусинки, потому что тонкогубцы с зубчатым краем получается, и они очень хорошо держат бусинку вашу. Она никуда не отлетит, не вылетит, не будет у вас крутиться в инструменте. И вот вдавливаем, вставляем по периметру наши бусинки. Почему бы нет? Отличный вариант украсить сердцевину цветка, не просто ее взрыхлять иголкой, а сделать более нарядные серьги. Почему бы нет? Если хотите, чтобы серьги были симметричные, можете сразу формировать и на второй сережке. То есть здесь сделали там первый ряд, и точно такой же первый ряд сделали на второй сережке, чтобы потом не смотреть, не считать, где какую бусинку использовали, через сколько бусинку вы использовали, допустим, ту же крупную. Я не буду делать их симметричные, вот как сердцевинка у меня закроется, так она и закроется. Мне кажется, вот накручивание бусинок и вдавливание их в центр цветка, мне кажется, это тут самый долгий процесс из всего. Видите, я вперемешку креплю и большие, и маленькие.
Зачем петельки? Затем, что петельки у нас впиваются в глину металлические. Если вы просто засунете вот такую вот ровную, вот так вот засунете ее, то потом вы ее также высунете с вашей бусинкой. А так как у нас здесь накручен металл, причем двойная петля, у кого и тройная будет петля, плюс жидкая пластика, получится все это будет намертво держаться внутри. Вам после запекания не нужно будет ничего там приклеивать. Оно будет уже зафиксировано, причем зафиксировано очень-очень надежно. Жидкая пластика этому способствует. Все, начинаю формировать первый ряд у второго цветка. Если где-то жидкая пластика выходит за пределы, ничего страшного. Если у основания вашей бусинки будет много жидкой пластики, во-первых, она после запекания станет прозрачной, ее не будет видно, а во-вторых, у вас нижняя часть бусинки запечется уже с жидкой пластикой и намертво соединится с черной сердцевиной. Сердцевину мы сейчас все равно всю закроем, ее видно не будет. Я вам показываю способ, чтобы вы потом ничего не приклеивали, чтобы если вы делаете свое изделие на продажу, вы могли быть уверенным за него, что ничего не выпадет, ничего не оторвется, не раскрутится в процессе носки, чтобы ваши клиенты к вам возвращались. Не повторяю этот, а просто беру вот какой мне попался пин с бусинкой, промазываю и вставляю. Граненые бусинки всегда смотрятся красиво. Более такой торжественный вариант, я бы сказала, украшений. Как видите, ничего сложного нет абсолютно в этой технике. Какой вы эскиз нарисуете, такое у вас изделие получится. Стразы надо приклеивать, поэтому со стразами я крайне редко работаю. Даже если вы их приклеите, то есть вероятность, что они все равно отвалятся. Вообще в последнее время я стараюсь все, абсолютно все приклеивать на эпоксидный клей. И никаким другим клеем не работать. Раньше не было эпоксидного клея, вернее, может быть, он и был, но мы о нем не знали как-то мастера. А сейчас, пожалуйста, есть столько вариантов эпоксидных клеев, которые для каждого случая свой подходит. Для кружек один, для украшений можно использовать другой. Так, смотрите, я уже начала второй ряд, то есть заполнять сердцевинку. Также промазываем, вставляем. Если где-то чуть больше жидкой пластики добавили, ничего страшного. Все будет держаться хорошо и намертво. Бусины создают объем, да. Я говорю, что с бусинами, с такими, тем более граненые, которые будут переливаться на солнце, совершенно по-другому будет смотреться это украшение. А так оно было пресным, и достаточно таким, обычным. А вот когда вы уже добавляете что-то, стразики, да, какие-то бусинки такие, которые действительно переливаются, вот тогда изделие уже, конечно, по-другому смотрится, и можно его даже на какие-то такие торжественные, нарядные мероприятия. Хотя на самом деле вот эти парные брошки очень здорово смотрятся даже в строгих рубашках, в строгих костюмах. Кто в госструктурах работает, не всегда же можно какое-то такое украшение на работу надеть, правильно? А вот эти брошечки вроде бы и нарядные, вроде бы интересные, в то же время сильно не бросаются в глаза, и, допустим, изюминка в образ такая добавляется классная. Ну что, сейчас я просто
вдавливаю оставшиеся бусинки. Опять же вперемешку, смотрите, тут и крупные, и маленькие. И просто закрываем уже всю черную подложку, чтобы у нас ничего не было видно. Чтобы черной подложки у нас не было видно. Максимально плотно друг к другу я приклеиваю бусинки, вдавливаю в черную пластику. Черную пластику, в принципе, и не видно. Так, вот здесь у нас еще одна маленькая просится, промежуток есть. У меня есть такие бусинки даже по 1 миллиметру. То есть, если видите, что не влезет, куда-то не поместится бусинка там в 2 миллиметра, то можно бусинку и в 1 миллиметр завести. Так, ну что, здесь у нас все по ходу. Здесь нормально все. Я прокрутила, посмотрела, чтобы не было промежутков таких больших, явных, куда еще могла бы войти одна бусинка. И продолжаю формировать вторую. Так, сюда большую, чуть-чуть маленькие развела, для того, чтобы большую поместить бусину. Так. И вот здесь вот просится одна маленькая, и в принципе все. Сейчас у нас останется тонировка. И мы будем уже запекать наши заготовочки. Чуть-чуть их еще поджимаю. Так, ну что, смотрю сейчас на просвет, так, чтобы у нас, ага, вот сюда вот маленькая бусинка просится. Смотрю, чтобы не было больших промежутков. Хотя за счет того, что пластика у нас черная, даже если где-то и будет промежуточек, он будет гармонично вписываться в бусинки. Так, здесь все. И вот здесь вот сейчас раскрою немножко и одну сюда заведу еще. Термоклей, жидкая пластика, жидкий гель. Это все одно и то же. Цернит просто назвал цернит клей, да? И немножечко как бы ввели всех в заблуждение в начале. Но это такая же жидкая пластика, как и остальная, с такими же свойствами. И несмотря на то, что она белая, она после запекания становится прозрачной. У меня есть тестирование этой жидкой пластики на канале YouTube, поэтому можно спокойно найти и посмотреть по названию. Так, ну что, берем еще раз черную пастельку. И смотрите, цветочки... сердцевинку мы оформили. Теперь нам нужно черной пастелькой пройтись по боковым частям. То есть нам нужно оттенить каждый из лепестков. Вот эти бороздочки, которые мы делали, мы их сейчас черной пастелькой оттеняем. По самым глубоким бороздочкам, которые мы делали, чтобы каждый лепесток был отдельно. Сначала прокрашиваем бороздочки, и потом уже будем прокрашивать еще и окончание лепестков, чтобы наши волны заиграли немножечко по-другому. Я использовала черную пастель, вы можете использовать пастель любого другого цвета, вот какая вам нравится. Так, кисточка у меня влезла немножко в жидкую пластику. Сейчас возьмем другую. Так, ну что, теперь смотрите. Опять промакиваем черную пастельку и теперь от края к центру начинаем тонировочку, чтобы у нас край лепестков был ярко прокрашен. Обязательно от края к центру. И здесь у меня кисть идет уже прям под углом 90 градусов.
Ни в коем случае вот так не ведем от центра к краю, иначе тогда будут у вас грязные лепестки. Обязательно от края ведем к центру. Это в принципе при тонировке всех лепестков мы так делаем, не только в этом изделии. Кисточкой работаю плоской синтетической. 3, 2 по размеру. В принципе, оптимальный самый такой вариант для работы с тонировкой. Вот так выглядит у нас цветочек. Прокрашиваем второй цветок. И видите, как здорово, когда оно все приклеено у вас на той плиточке, на которой вы будете запекать, на той поверхности. Может, это стеклышко у кого-то. Прокрашиваем по бортику. И мы с вами уложились в час. Сейчас надо будет поставить и запечь. А изнанку я сниму отдельно, покажу уже в видео, как сделать изнанку. Только нужно определиться, что мы делаем, брошку или мы делаем клипсы. Вот. Вот такие вот цветочки у нас получились. Как видите, абсолютно ничего сложного, то есть каждый из вас справится. Думаю, бусинки найти тоже не проблема. Ну, по крайней мере, такая сердцевинка выглядит очень-очень даже нарядно. И у меня сердцевинка в этот раз получилась больше, потому что здесь я использовала бусинки маленькие, здесь я использовала бусинки покрупнее, вот у меня по 4 мм, здесь таких нет бусинок. Здесь 1,2 мм. И получилось, что, смотрите, цветочек еще богаче смотрится, чем этот. Запеклись наши заготовочки. Теперь, смотрите, нам нужно вырезать из салатовой пластики по контурам бумажного эскиза еще 2 заготовки. При этом мы раскатываем пластику салатовую максимально тонко. Вот насколько тонко позволяет пастомашина раскатать этот пласт, у меня 0,3 мм. Вот настолько тонко мы и раскатываем. И вырезаем 2 заготовочки для 2 сережек, так скажем, раз мы уже начали делать клипсы, и вы просили сделать клипсы. Вот у нас 2 заготовки, нам нужно будет их аккуратненько поддеть, с подложки убрать. И вот у нас полностью остыли основы. Теперь мы крутим, вертим, смотрим размещение, как правильно. Так, вот так вот они идут, согласно. И теперь смотрите, мы переворачиваем, и нам нужно будет сначала быстросохнущий клей, основы под клипсы. Приклеивать мы будем чуть-чуть выше центра, чтобы сместить центр тяжести. Сначала, значит, мы приклеиваем, смотрите, капаем на быстросохнущий клей, основу металлическую. Нам нужно ее сейчас зафиксировать. И только потом мы будем промазывать жидкой пластикой. Обязательно, без нее здесь никуда, потому что жидкая пластика позволяет склеиваться запеченной глине со свежей. Но пока мы должны подождать, когда у нас зафиксируются металлические основы под серьги. Если у вас сережечки тяжелые, вот я все-таки советую брать основу для клипс, потому что основы, где у нас идут серьги, пусеты маленькие, их надо размещать вот тогда в верхней части, ни в коем случае не посерединке, потому что тогда у вас будет перевешиваться сережка. А вот здесь вот я наоборот разместила посерединке, потому что здесь достаточно большая площадка, которая будет фиксировать. То есть здесь, наверное, сколько? До сантиметра.
да, сантиметр. И она будет на ткани держать очень хорошо. Если переваливается для пусетов, значит вот здесь вот в верхней части крепим пусеты, если серьги-гвоздики вы хотите. Так, ждем, когда у нас подсохнет. Дальше мы берем жидкую пластику, и жидкой пластикой уже прям по салатовому основанию и заходом на металлическую основу клипс мы наносим жидкую пластику. Можно ее пальчиком распределить равномерно. Главное, чтобы зафиксировались по минимуму, хотя бы зафиксировались ваши металлические основы. И теперь смотрите, мы берем основу. Так вот она у нас пойдет. Вот так вот идет. И смотрите, нам нужно будет подрезать чуть-чуть выше центра. Ну, как мы чуть выше размещали наши основы под клипсы. Теперь смотрите, продеваем и начинаем запечатывать. Если где-то что-то у вас вышло за пределы, ничего страшного. Пока мы запечатываем. И чуть-чуть я растягиваю салатовую пластику. И точно так же мы поступаем со второй заготовочкой. Подрезаем чуть выше серединки. И начинаем растягивать по лепесточкам. Максимально тоненько делаем изнанку, максимально тонко. Приглаживаем, стараемся, чтобы, конечно, не вышли за пределы цветка, чтобы с обратной стороны, когда мы перевернем цветочек, не было видно вот подложки, которая будет торчать и топорщиться с разных сторон. Пальчиками все сглаживаю. Фактуру можно придать с помощью обратной стороны губки. Она пористая, поэтому берете обратную сторону губки и придаете фактуру на поверхности сережки. Еще один момент. Вот здесь у меня пластика чуть-чуть вышла за пределы основы, поэтому все это подрезаем. Все это убираем, чтобы потом наша сережка, наша основа смогла закрыться плотненько. Пока не запекли, рассматривайте со всех сторон, чтобы нигде не было никаких дефектов и чтобы основа потом могла закрываться. Переворачиваю и смотрю, чтобы нигде ничего у нас не проглядывало. Все, эту сформировали, теперь приступаем к этой. Если где-то у вас вышло за пределы, берете, даже можно, знаете, вот так вот чуть-чуть, отступая от края, вот так вот чуть-чуть срезать, а потом пальчиком дотянуть пластику, которая где-то что-то не дотягивается. Вот так по контурам смотрите. По контурам салатовой пластики, чтобы подложки салатовой, чтобы ее не было видно, подтягиваем все. И фактурим. Так, здесь идеально попали в разъемчик, поэтому там ничего подрезать не нужно. Фактурим. И нас с вами ждет еще один этап запекания. Ставим в духовку. Запекаем вот в таком раскрытом положении. Смотрите, можно вот такую выемку вырезать и вот так вот вставить. И в таком положении запекать в духовом шкафу. Запеклись клипсы второй раз, подостыли, и сейчас нужно обязательно пастель перекрыть лаком. И лак добавит еще глянец. У нас с вами бусинки граненые, они переливаются, поэтому давайте сделаем глянцевое покрытие еще и у всех лепестков. Любой глянцевый лак берите. У меня, кстати, лак от LuxArt. Лак Lumet Polish, финишный лак. Также его тестировала, есть на канале YouTube.
по нему обзор. Лак неплохой и объем достаточно большой, поэтому рекомендую. Перекрываем лаком в один слой и все, и даем минут 20 лаку застыть. Вот так выглядит у нас изнанка и вот так вот лицевая сторона.